самая доступная и самая универсальная камера видеонаблюдения, POE вариант для всех систем видеонаблюдения. Для новичков или для тех, кто не хочет с заморочками там что-то перенастраивать, подключать, IP-адреса перепривязывать. Эта камера для вас. Ты ее получил, одним кабелем подключил в твой POE видеорегистратор или POE коммутатор одним кабелем, и камера у тебя вывелась на монитор видеорегистратора. Также это IP-камера, и может она самостоятельно работать, но просто что здесь нет хранилища, она не поддерживает слот для карты памяти. Это чисто отличный вариант для твоей системы видеонаблюдения, будь то Hikvision система, будь то Dahua система, будь то XMI-евская система видеонаблюдения. Камера в металлическом корпусе в черном исполнении. Недавно я вам такие показывал в белом корпусе. Есть вариант выбрать с разными объективами 2,8, 3,6 мм. И есть вариант выбрать 8-мегапиксельную матрицу и 4-мегапиксельную. 4-мегапиксельная самый дешевый вариант. Кстати, есть еще, смотрю я сейчас на сайте, вариант выбрать с 6-миллиметровым объективом с дальнобойным. Если ты, например, хочешь камеру размещать на высоте, там выше 2-3 этажа и выше, то 6 мм бери, и это 48 вольт до POE, или же подключение универсальное по 12 вольтам, если нужно, также можно подключить. Если по 48 вольт, то глушишь 12-вольтовый разъем. В комплекте идет муфта RJ45 нового образца, да, проходная она полностью, то есть обжатый кабель ты можешь пропускать и монтировать. Недавно видео я вам показывал, как все это делается. Также крепежный элемент, то есть полностью комплект готов. Да, слота для карты памяти нету, микрофон встроенный есть. Есть возможность включения белых светодиодов, ночью инфракрасных, то есть 3 ночных режима. Все по стандарту, как вы привыкли. Камера полностью металлическая, также кронштейн настраивается. Тут под отвертку крестик, никакого шестигранника. Она имеет практически все протоколы популярных производителей систем видеонаблюдения XM, Dahua и Hikvision. В полной мере, конечно, она с Hikvision будет работать, но можно ее также и с Dahua и с XMI подключать. POE, просто для теста ее, для тестирования, для проверки подключу ее на столе. Кабель POE блок питания, а там ты уже или в POE коммутатор после этого будешь ее подключать, проверить можно на столе, чтобы отписаться продавцу, камера проверена или нет. И магазина Искам на Алиэкспресс. Бюджетное видеонаблюдение и качественное. То есть тот вариант, где ты не нужно переплачивать, а берешь и оно работает. Также там видеорегистраторы. Если нужно по совместимости к этой камере, что нужно, пиши мне в Telegram. В Телеграме там я подберу тебе и дам ссылку. Тебе останется только заказать. И также эта камера будет в продаже по цене Алиэкспресс в Украине. Вот после видеообзора. Посмотрим, как она, какую картинку дает днем и ночью, как она работает. Например, с XMI-евским моим видеорегистратором. А дальше ты уже решишь, покупать ее или нет. Подключаю блок питания. Стандартно мигает светодиодами. Там загрузка происходит. Здесь широкоугольный объектив. В ней 2,8 мм установлен, то есть камера будет захватывать широко. Идеальный вариант с небольшой высоты, и тебе нужно широко захватить территорию. Или у тебя территория широкая, ну и соответственно тебе нужен широкий захват камеры. Вот щелкает ИК-фильтром, загружается. В общем-то все. После этого ты можешь, так, здесь индикация есть, да, показывает, что загрузка идет. И такое вот моргание говорит, что камера еще не в домашней сети, но ты ее уже можешь искать и добавлять на видеорегистратор, если он у тебя не POE. Если POE, то ты ее одним кабелем подключил к видеорегистратору, и она уже у тебя будет на свободном канале, на канале, которому ты ее добавил. На свободном канале видеорегистратора жму плюс, работает поиск, XMI-евский видеорегистратор ищет камеру, находит ее под названием localhost, как обычную XMI-евскую камеру он ее находит. И под стандартным XMI-евским IP-адресом, то есть камера, получается, адаптируется под систему, которой ты добавляешь. И порт, также XMI. 2 раза кликаю по камере. Автоматом камера сменила IP-адрес, то есть роутер ей присвоил с моей подсетью 0 и связанный. Жму применить.
и выход. И камера у меня на экране видеорегистратора на свободном канале, на который я ее добавлял. Воспользовавшись ситуацией, можно посмотреть, как отрабатывает экспозиция. Камера направлена на окно, адекватно она затемнилась, чтобы картинка была не засвечена. И меняется освещение в окне, и камера адекватно также отрабатывает. На коробке даже вот рядом видны буквы, можно прочитать. То есть это тот бюджетный вариант камеры с адекватной, можно сказать, за эту цену, с офигенной картинкой. 8-мегапиксельное разрешение есть, но, насколько вы знаете, есть бюджетные 8 мегапикселей. Вот, например, 4К при 15 кадрах в секунду. И нужно учитывать еще один фактор. Если ты заказываешь камеру с 2.8 широкоугольным объективом, то этот объектив немного ухудшает качество из-за того, что он широкий угол делает, поэтому качество ухудшается. В 3.6 и 6 мм качество, ну вот, как ты видишь, визуально будет получше, конечно. С видеорегистратора, как на обычную XMI-евскую камеру, ты можешь входить в раздел IP-камера и смотреть и всю информацию по камере. Разрешение 4К, и можно уменьшать разрешение, какое тебе нужно выбирать. Формат сжатия двухформатная камера. Если старый 264 у тебя на видеорегистраторе формат, то ты можешь эту камеру взять, и он также будет с ней работать. И все остальное ты можешь также настройки изображения, все эти моменты, как с видеорегистратора ты делаешь с XMI-евскими камерами, все также можно здесь делать. Веб-интерфейс камеры на компьютере. Схожий на Hikvision-овский. Здесь нужно поставить плагины, скачать TivX, чтобы запускалось видео с камеры. Все русифицировано. Вход, админ, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 по умолчанию. И здесь все полностью. Тревога, обнаружение человека. По графику ставишь, что нужно делать, включаешь. Это чисто настройки камеры непосредственные. По сети включить OnVIF, настройки электронной почты, FTP сервер, HTTP настройки, RTSP настройки, настройки потока, основной поток, разрешение меняешь. Можно с видеорегистратора, можно здесь. Кадры в секунду также. Нужна частота кадров тебе больше, уменьшай разрешение. Будет 20-25 кадров в секунду. Качество, дополнительный поток. Также можешь настраивать. Не забывай нажимать «Сохранять» после настройки аудио. То есть полный веб-интерфейс с предпросмотром. Ты можешь в домашней сети, вот, например, с компьютера зашел и камеру отслеживаешь и перенастраиваешь. Очень неплохой вариант камеры за свои деньги. Вроде бы недавно по типу такой и делал видео, но такой картинки я не видел, не ожидал. А именно ночная картинка очень таки отличается от прошлого варианта. Все-таки с новой моделью какой-то они по чуть-чуть дорабатывают, скорее всего, вот подтягивают качество и ночных режимов, и дневной также картинки. Переключал я разрешение, записывал в 8 мегапикселей 15 кадров в секунду. Это на полный экран картинка будет. Выкладываю вам оригиналы записей. И 5 мегапикселей 25 кадров в секунду. Эта картинка будет обрезанная по краям. Посмотрите плавность. Ну и по факту я вам показываю, какая по качеству картинка. Вы уже оценяйте. И пишите обязательно свои комментарии. Мне кажется, 5 мегапикселей это идеальный вариант, потому что картинка имеет хорошую плавность, то есть она более реалистичная. 4 мегапикселя видно, что разрешение лучше. Если искусственно вот это цифровой зум приближать какой-то предмет там дальше, то остается лучшее качество. Но плавности той нету, которая есть при 5 мегапикселях 25 кадрах в секунду. Поэтому тут уже выбирай, что тебе надо. Переключается камера как с видеорегистратора, так и с веб-интерфейса. При переключении разрешения не потребуется ей никакая перезагрузка. Моментально это все переходит, буквально за секунду. Камера у тебя работает. По человеку несовместима она с XMI-евским видеорегистратором, как я уже сказал, будет совместима с Hikvision. Ну и также, как таковая, по тревоге, ну тоже нет совместимости. Если ты будешь брать ее для XMI-евского видеорегистратора, ну по крайней мере мой, идеально пишет постоянку. Вот только постоянка. По тревоге ее видеорегистратор то заглючит, постоянная тревога,
то не реагирует. То есть какие-то вот такие моменты есть по несовместимости с XMI-евским видеорегистратором. Но если тебе нужна картинка именно писать постоянку, то идеальный вариант. Что еще понравилось? Ночная картинка также имеет 3 режима, и она очень яркая, очень классная. Есть еще возможность в веб-интерфейсе камеры очень много таких переключения режимов и настроек. День-ночь ты можешь поставить, выбрать, что нужно, или в автомате. Чувствительность по переключению также можно регулировать режимов. И что влияет на переключение, также выбирать. Что понравилось? Можешь выбирать или 3 ночных режима, двойная лампа имеется в виду. По движению камера переходит в цветной режим, буквально там несколько секунд светит, до минуты, наверное, и переходит в черно-белый. Или же постоянно в черно-белом режиме инфраред ламп, и при этом ты можешь регулировать яркость инфракрасных светодиодов, вплоть до их полного выключения. Не надо тебе ИК светодиоды, ты их можешь выключить. На низкой у тебя высоте камера, и они сильно ярко засвечивают картинку, ты можешь поставить меньше яркость, отрегулировать себе картинку ночную как захочешь. Можно поставить white lamp, постоянное свечение в темноте, то есть в ночном режиме, белых светодиодов. И также у тебя есть возможность их регулировать яркость белых светодиодов. То есть можно полностью выключить и оставить камеру в цвете, в цветном режиме. Хотя здесь можно вот всегда день оставить и все. И не надо регулировать светодиоды. Ну, и в таком случае ты можешь или минимально оставить свечение светодиодов, максимально, то есть плавная вот эта регулировка имеется. Также VDR включать, выключать. То есть настроек с веб-интерфейса на камеру хватает, с Hikvision видеорегистратора. Но это ты сможешь делать, наверное, с самого видеорегистратора. Напишите в комментариях, кто брал вот такой дешевый Hikvision и как вообще это вам камера для работы с видеорегистратором Hikvision. Вот люди прошли, камера перешла в цветной режим. Какое-то время сейчас посветит светодиодами. Светодиоды очень яркие, идут как инфракрасная часть их, так и белая часть. И очень классная картинка, ночная. Вот нету шумов. Глазу шумов не видно. То есть при минимальной освещенности камера в цвете будет хорошо работать. Если у тебя будет здесь фонарь уличный светить, то ей даже не потребуется включение ее белых светодиодов. Она в цвете будет классно показывать ночью. Долго она сидит в цвете. Все камеры у меня уже попереходили в черно-белый режим. Это до последнего сидит. Ну, то есть фотоэлемент так настроен. И ты можешь там, вон, в чувствительности, где я показывал, регулировать. Хорошая светочувствительная матрица. То есть, ну, как-то они, видать, подтягивают это уже программно. Картинка довольно-таки хорошая за свою стоимость. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Пиши мне в Telegram. Там с тобой выйду в личку. И подписывайся на канал, потому что в дороге еще много чего интересного. Всем удачи, до следующих видео.